Друзья, здравствуйте! В этом видео мы узнаем, что такое глагол, что такое инфинитив или неопределенная форма глагола. Рассмотрим глаголы совершенного и несовершенного вида. Узнаем, что такое спряжение глаголов. Рассмотрим переходные, непереходные и возвратные глаголы. Глагол – это самостоятельная часть речи, обозначающая действие или состояние предмета, и отвечающая на вопросы «что делать», «что сделать». Инфинитив – это начальная или неопределенная форма глагола. Глаголы в неопределенной форме отвечают на вопросы «что делать», например, «читать», «лететь», и «что сделать», «прочитать», «слетать». Они не имеют признаков времени, числа, лица и рода. Глаголы могут быть двух видов – совершенного и несовершенного. Глаголы совершенного вида отвечают на вопрос «что сделать» и обозначают уже совершенное действие или действие в начале исполнения. Например, что сделать, решить, что сделать, изучить, что сделать, нарисовать, что сделать, спеть. Глаголы несовершенного вида обозначают незаконченное, длительное, без ограничения во времени действия или процесс и отвечают на вопрос «что делать?». Например, что делать, решать, что делать, изучать, что делать, рисовать, что делать, петь. Необходимо запомнить только несовершенный вид, такие слова как сожалеть, разгуливать, заискивать, перекликаться, перестреливаться, поглядывать, подсвистывать, подсевать, приговаривать, принадлежать. Только совершенный вид. Такие слова как хлынуть, посидеть, грянуть, допроситься, загреметь, зашагать, отшуметь, очутиться, перепортить, побежать, полежать, полить, помечтать, понадобиться, попридержать, пораздумать. Важно учитывать следующее. Существуют двувидовые глаголы, то есть совмещающие значения несовершенного и совершенного вида. Это некоторые глаголы с суффиксами «ать», «еть», «ить». Например, венчать, обещать, велеть, женить, казнить, ранить. Плюс глаголы с суффиксами «овать» и «ировать». Например, атаковать, организовать, телеграфировать. Рассмотрим спряжение глаголов. Спряжение – это изменение неопределенной формы глагола, которая является начальной по лицам и числам в формах настоящего и будущего времени на формы первого «я», второго «ты» и третьего «он», «она» или «оно» лица в единственном и множественном числе. Первое спряжение. Глаголы в неопределенной форме, инфинитив, оканчиваются на «еть», «ать», «оть», «уть», «ять», «ыть». Такие слова, как плавать, тонуть, веять. Плюс необходимо запомнить слова исключения, которые относятся к первому спряжению. Это брить, стелить, зыбиться, зыждиться. У них окончание «ить», но они относятся к первому спряжению. Второе спряжение. Глаголы в неопределенной форме оканчиваются на «ить». Такие слова, как возить, пилить, тратить. Плюс необходимо запомнить слова исключения. Это смотреть, видеть, обидеть, ненавидеть, зависеть, терпеть, вертеть, слышать, дышать, держать, гнать. Разноспрягаемые глаголы, например, бежать, я бегу, ты бежишь, он, оно бежит, мы бежим, вы бежите, они бегут. Хотеть, я хочу, ты хочешь, он, она или оно хочет, мы хотим, вы хотите, они хотят. Рассмотрим спряжение глаголов в данной таблице. Первое спряжение, единственное число, окончание у, ю, например, плаваю. Второе лицо, окончание ешь, например, ты плаваешь. Третье лицо, он, она, оно, окончание ед, например, она или оно или он плавает. Второе спряжение. Первое лицо.
окончание «у» или «ю». Например, «я вожу». Второе лицо – окончание «иш». Например, «ты возишь». И третье лицо – он, она или оно, окончание «ит». Например, слово «возит». Множественное число. Первое лицо – мы, окончание «ем». Первое спряжение. Например, слово «плаваем». Мы плаваем. Второе лицо – множественное число первого спряжения. Окончание «ете». Вы плаваете. Третье лицо – первое спряжение множественного числа. Окончание «ут», «ют». Например, плавают. Второе спряжение первого лица множественного числа, окончание «им». Например, мы возим. Второе лицо множественного числа второго спряжения, окончание «ите». Например, вы возите. И третье лицо «они», окончание «ат», «яд» второго спряжения. Например, они возят. В русском языке глаголы бывают переходные и непереходные. Переходные глаголы обозначают действия или отношения, направленные на определенный объект, предмет или лицо, обозначаемый существительным в винительном падеже без предлога. Например, выпил чего? Молока. Водить что? Машину. Встретить кого? Сестру. Рубить что? Дерево. Читать что? Книгу. Не получить чего? Благодарности. Непереходные глаголы обозначают действия, не направленные на какой-либо объект, предмет или лицо. Глаголы с суффиксом «ся». Возвратные. Непереходные. Например, купаться в пруду, заниматься спортом, гулять в парке, спешить на поезд. Возвратные глаголы – это непереходные глаголы с суффиксом «ся». Многие глаголы в русском языке имеют возвратные и невозвратные формы. Например, мыть – мыться, драть – возвратная форма будет драться, умывать – умываться, гнуть – возвратная форма гнуться. Важно, некоторые глаголы без «ся» не употребляются. Такие слова, как смеяться, стараться, надеяться, бояться, гордиться, сомневаться. Рассмотрим наклонения глагола. В русском языке существует 3 наклонения глагола. Это изъявительное, повелительное, условное. Изъявительное наклонение обозначает любые действия, которые происходят, происходили или будут происходить. Например, танцевал, танцую, буду танцевать. Повелительное наклонение обозначает побуждение к действию, приказ или просьбу. Например, танцуй, пусть танцует, давай танцевать. Условное наклонение обозначает желаемое или возможное действие, образуется с помощью частицы «бы», которая может стоять и перед глаголом «я бы хотел», «вы пришли бы», «я написал бы». Мы сегодня разобрали достаточно сложную тему. Обязательно напишите в комментариях свои вопросы, пожелания. Спасибо за внимание и до новых встреч!